Впервые с марта 22 года, то есть в первый раз за почти 2 года, в Москве состоялась, пусть не очень большая по размаху, но все же массовая антивоенная акция. За последние 700 дней мы видели десятки, если не сотни случаев индивидуального гражданского героизма, когда люди выходили на одиночные пикеты. По нынешним законам такой пикет не требует согласования, однако почти всех пикетчиков задерживали. Сегодня ситуация иная. Около сотни человек вышли в самом центре Москвы, прямо у стен Кремля, с требованием издать указ о завершении мобилизации и вернуть домой всех мобилизованных. Организаторами выступили жены и матери тех, кого забрали на фронт осенью позапрошлого года. Женщины попросили неравнодушных граждан присоединиться к их требованиям. И десятки людей, несмотря на все риски, отозвались. Акция прошла мирно до самого конца. Когда она завершилась, полицейские стали целенаправленно задерживать журналистов, одетых в жилеты с надписью «Пресса». Вскоре их всех отпустили без составления протокола. Задержали еще одного парня, участника акции. Остальных же трогать побоялись. 2 женщины в белых косынках попытались отстоять задержанного товарища, заблокировав проезд автозака. Силовики их оттеснили, но задержать не посмели. После акции в Александровском саду жены и матери мобилизованных направились в предвыборный штаб Путина вместе с группой поддержки. У штаба полиция стала задерживать мужчин, но женщин, опять же, не тронули. Они беспрепятственно прошли в штаб и, согласно соответствующей процедуре, оставили свои наказы кандидату. Вернуть их мужчин домой. И не за счет проведения так называемой ротации. Нет, нужно свернуть мобилизацию вовсе. В городе Верхняя Пышма, что недалеко от Екатеринбурга, произошел совершенно жуткий случай. 42-летняя мать 2 детей по имени Надежда умерла от сердечного приступа, когда получила известие о гибели своего мобилизованного мужа. Сыновья 9 и 5 лет, а также 20-летняя дочь в один день стали сиротами. В год семьи у семей мобилизованных нет другого выбора, кроме как протестовать. Власти не оставили им иной альтернативы, и женщины протестуют. Поначалу они выходили раз в неделю по субботам к могиле неизвестного солдата совсем крохотными группами. В течение нескольких недель их стало чуть-чуть больше. Сегодня, переборов страх, к ним присоединились неравнодушные люди наших с вами взглядов. Нет сомнений, что через неделю родственницы мобилизованных снова наденут белые косынки и пойдут к вечному огню. И через 2 недели тоже. Им некуда отступать, им нечего ждать. Власти не предлагают никакой даже теоретической возможности для их мужей, сыновей, отцов и братьев вернуться живыми и здоровыми. Многие из них за 1,5 года даже обещанных отпусков ни разу не увидели. Семьям солдат остается только действовать. Методично, регулярно, неделя за неделей, постепенно увеличивая количество участников акции. Много ли людей вышло сегодня к Кремлю? С одной стороны, не очень много. Но в 10 раз больше, чем несколько недель назад, когда семьям мобилизованных впервые пришла в голову идея регулярно возлагать цветы к вечному огню. Идея, между прочим, блестящая, даже гениальная. Власти должны полностью лишиться инстинкта самосохранения, чтобы в такой стране, как Россия, начать преследовать граждан за возложение гвоздик к мемориалу Великой Отечественной войне. У 100% российских семей кто-то воевал или даже погиб в той войне. Разогнать людей с гвоздиками у мемориала политически очень непросто. Тем более, что в денацифицируемой ныне Украине 9 мая 2021 года в центре Киева люди массово приносили цветы к вечному огню. И Владимир Зеленский принимал в этой акции участие. О чем, кстати, открыто рассказывали тогда российские СМИ. Хочется ли Путину на 25-м году правления стать президентом, при котором противозаконно поклониться неизвестному солдату у вечного огня и оставить там цветы? Наверное, не хочется. Поэтому сегодня властям пришлось, пусть, возможно, стиснув зубы, но дать протестной акции состояться. По действиям силовиков понятно, системе не хотелось бы огласки. Системе не хочется, чтобы подобные субботние акции стали популярными, чтобы через неделю пришло не 100 человек, а 10 тысяч, и весь Александровский сад прям заполнился перед стенами Кремля людьми с гвоздиками. Именно поэтому полиция согнала в автозаки почти всех журналистов. Ну что ж, товарищи в администрации, раз вы так страшитесь информирования граждан о субботних акциях и даже задерживаете журналистов, значит, распространять информацию буду я. Буду на этом канале рассказывать стране о том, что происходит каждую неделю в центре Москвы.
Российскому обществу нужно помочь семьям мобилизованных. Просто потому, что это правильно. Сотни тысяч россиян угодили на никому не нужную бойню. Миллионы живут в постоянном страхе никогда больше не увидеть своих близких. Это не только жены и матери, но еще и маленькие дети, которым калечат психику каждый день войны. Я знаю, что даже у некоторых моих зрителей есть такая позиция, что, мол, нечего жалеть тех, кто пришел по повестке в военкомат. Нечего жалеть и тех, кто туда их пустил. Но, во-первых, многих мобилизованных загнали в военкоматы обманом или тупо с применением силы. Во-вторых, ребенок, у которого власти отняли отца и детство, он что, тоже виноват, что отпустил типа отца на войну? Не надо так говорить. Бороться за мобилизованных и их семьи важно не только с моральной, но и с практической точки зрения. Ведь если сегодня не отбить тех, кого забрали на фронт, то завтра власти начнут набирать новых мужчин взамен погибших и пропавших без вести. Это неизбежно. Потери российская армия несет ежедневно, и Путину придется их восполнять. Тем более, что сейчас потери особенно велики, потому что в данный момент российская сторона ведет наступательные действия. Может быть, будет новая волна мобилизации, или же система предпочтет выхватывать граждан потихоньку, малыми группами. В любом случае, пока общество не встанет на защиту своих сограждан, в безопасности не может быть ни один мужчина призывного возраста. Что конкретно мы с вами можем сделать? Начнем с действий, которые не несут никаких рисков. Во-первых, подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал «Путь домой». Ссылка в закрепленном комментарии. Во-вторых, нам необходимо оказать общественное давление на Павла Дурова. Нужно, чтобы он убрал плашку «фейк», которую канал получил из-за массовых жалоб ботов. Это никакой не фейк. Канал ведут настоящие родственницы мобилизованных, чьи близкие сейчас находятся в окопах. Любой представитель Телеграма может легко в этом удостовериться, если захочет. Это не фейк. С политической точки зрения женщины иногда делают в своих публикациях досадные ошибки. Но в том-то и дело, что это не профессиональные политики, а обычные люди, которые сейчас в одиночку тянут на себе детей и все домашние дела, и параллельно ведут свой канал, организуют уличные акции. Да еще какие! Из-за плашки «фейк» канал «Путь домой» не выдается в поиске, а записи оттуда невозможно репостнуть или кому-то переслать. Телеграм обязан убрать эту плашку, чтобы информация об этом канале распространялась свободно. Наверняка кто-то из моих зрителей знает кого-то из Телеграма. Пожалуйста, напишите ему, объясните ситуацию. Пусть они исправят эту ошибку. В знак солидарности с семьями мобилизованных можно надеть на голову белую косынку или повязать белый шарф. Сейчас холодное время года. Сложно себе представить, чтобы до женщин докапывались из-за платка, а до мужчин из-за шарфа, без какой-либо символики. Конечно, всякое можно ожидать от путинской власти, но пока что ношение белого предмета одежды выглядит совершенно безопасно. Что точно небезопасно, но при этом важнее всего, это участие в субботних возложениях цветов к могиле неизвестного солдата в Москве. Каждый, кто будет выходить по субботам к вечному огню, берет на себя риски. Да, на сегодняшней акции в Александровском саду, не считая журналистов, которых почти сразу отпустили, был задержан только один участник. Однако никаких стопроцентных гарантий от преследований нет, и это важно понимать. От своих зрителей я часто слышал мнение, что это тот случай, когда риск может считаться оправданным. Ведь речь о протесте, возглавляемом людьми, которым нечего терять. Поэтому некоторые мои зрители решили сегодня прийти. Наша новая реальность такова. Каждую субботу в 12:00 в самом сердце столицы воюющей страны люди несут гвоздики к вечному огню, требуя вернуть своих родных, друзей и сограждан. Требуя вернуть домой армию и прекратить бессмысленную войну. Да, участие в подобных протестах опасно. Но теперь есть такая возможность, и каждый сможет принимать для себя решение, присоединиться или нет. Женщины, вышедшие на улицу мирно и без оружия, в прошлом продавливали режимы еще более диктаторские и репрессивные, чем нынешняя путинская автократия. В одном из прошлых роликов мы рассказывали про матерей площади Майя, с которыми ничего не смогла сделать военная хунта, захватившая власть в Аргентине. Они тоже выходили каждую неделю с белыми косынками на центральную площадь в столице, Буэнос-Айресе, требуя вернуть сыновей, которых похитил режим, сочтя политически неблагонадежными. Аргентинская хунта довела матерей до отчаяния и тем подписала себе смертный приговор. Режим сам создал большую группу людей, которым нечего терять, которых ничем не запугаешь, которым стала сочувствовать вся страна.
Та диктатура пала, а матери площади Майя до сих пор остаются влиятельной общественной силой в современной Аргентине. Другая подобная и более невероятная история произошла в нацистской Германии в самый разгар Второй мировой войны. Начиная с 1942 года физическое уничтожение евреев Европы стало экзистенциальным смыслом существования гитлеровского режима. В пригороде Берлина, в Анзее, состоялось совещание нацистских чиновников, где обсуждалось так называемое окончательное решение еврейского вопроса. Огромные логистические, людские и даже промышленные ресурсы воюющей страны были отняты у армии ради истребления евреев. И этот режим вынужден был отступить перед группой женщин, которые вышли на улицу Розенштрассе. Это произошло 27 февраля 1943 года, в субботу. В тот день германская полиция поместила под арест в здании на той самой улице Розенштрассе около 2000 берлинских евреев. Подавляющее большинство из них были мужчинами. До этого они оставались своего рода привилегированными евреями, так как были много лет женаты на арийках, то есть этнических немках. Нацисты целый год откладывали окончательное решение относительно этой группы евреев, но в конце концов пришли и за ними, их собирались отправить в лагеря. Чего нацисты точно не ожидали, так это того, что жены арестованных выйдут на улицу Розенштрассе. Протестующие считали, и не без основания, что в любой момент по ним могут открыть огонь на поражение. Они заведомо шли на отчаянный шаг, а городские и государственные власти попросту растерялись. Ведь еще ни разу в нацистской Германии не было публичного протеста против Холокоста. Режим просто не знал, что предпринять. Смятение добавили и недавняя катастрофа немецкой армии под Сталинградом и рейды британской авиации на Берлин. Здание на улице Розенштрассе было оцеплено. Полицейские взяли протестующих на прицел. Но по берлинским женщинам в тот день никто не выстрелил. Они вышли на следующий день, их стало больше. Около 200 берлинок стали выходить на Розенштрассе каждый день. Радио и газеты молчали, они были полностью подконтрольны ведомству Геббельса. Но слух о демонстрации быстро разошелся по городу и дальше по всей стране. Протест продолжался неделю, шел почти без перерыва, днем и ночью. Жены евреев сменяли друг друга. Кто-то стоял молча, другие скандировали «Верните нам наших мужей». Лишь однажды женщины прервали свой митинг из-за налета английских бомбардировщиков на Берлин. Из примерно 2000 арестованных евреев 25 человек были отправлены таки в Аушвиц. Остальных гестапо продолжало удерживать на Розенштрассе. В это время Йозеф Геббельс, который был не только министром пропаганды, но и гауляйтером Берлина, пытался найти какой-то выход из ситуации. И в итоге понял, что разогнать женщин невозможно. Полиция пыталась это сделать, но женщины сразу же вернулись на то же место и продолжили митинговать. И что делать? Расстрелять безоружных женщин? Реакция общества на подобное совершенно непредсказуема. В итоге Геббельс был вынужден уступить протесту. Протесту, вспыхнувшему в самом сердце Третьего рейха. Гауляйтер приказал отпустить евреев на свободу. Мужья вернулись к женам. В завершении я хотел бы сказать несколько слов российским силовикам. В России ведь в тюрьмы сажают не только оппозиционеров, но и настоящих преступников, убийц, маньяков, чикатил всяких. А значит, в российской полиции и следственных органах есть достаточное количество людей, которые заняты не репрессиями, а добросовестным трудом, добросовестным выполнением своей работы. Ловят душегубов, проводят экспертизы, собирают доказательства против настоящих реальных преступников. И до войны система, мягко говоря, не помогала вам исполнять ваши служебные обязанности. Она превращала ваш общественно полезный труд в какой-то безумный бюрократический ад. С каждым годом делала вашу работу все более невыносимой. А теперь какой-нибудь серийный убийца, которого вы смогли таки выследить, которого вы отправили под суд, заполнив десятки тысяч бессмысленных формуляров, справок и отчетностей. Так вот теперь этот убийца – герой с президентским помилованием, со снятой судимостью, с государственными наградами и с пониманием, что он тут настоящий хозяин жизни. Тот, кто должен был сидеть в колонии до 2045 года, теперь гнет пальцы на правах героя войны. А вас, людей в погонах, работающих за унизительно низкие оклады и неделями не видящих семьи, чтобы засадить убийцу за решетку, вас этот убийца теперь считает неудачниками, лохами и терпилами.
Забрав на фронт 300 тысяч обычных законопослушных граждан и вернув в общество на правах героев каких-то упырей, которым сидеть бы еще лет 20, система плюнула вам в лицо. А сколько ваших коллег уже погибли за последние 2 года? Погибли не на боевом посту, не в перестрелке с бандитами, защищая мирных людей, а на бессмысленной войне. Погибли за то, чтобы какой-нибудь помилованный урод с медалями изнасиловал девочку или сжег заживо собственную сестру. Вам путинская система точно не друг. А граждане, которые хотят вернуть домой своих близких, не уголовников, а нормальных людей, они вам точно не враги. До завтра.